Итак, почему о маленьком Израиле так много говорят? Почему всегда во все времена эта земля привлекала к себе внимание? Они писали, ее рисовали, читали, думали, путешествовали по возможности, когда пути были безопасны и открыты. Камни, которые вы увидите здесь, и дыхание истории, которые вы ощутите на себе, как туристы, открывающие для себя сегодня впервые Израиль. Это удивительное ощущение, и в этом я вам даже немножко завидую. Удивительное место Израиль. Ты едешь навестить друзей, родных, едешь в отпуск или на гастроли, а приезжаешь в гости к истории. И носит тебя по ее волнам из века в век, из эпохи в эпоху, шутка ли 40 веков. Мелькают знакомые имена: Ричард, Львиное сердце, Понтий Пилат, Иисус, Наполеон, Авраам, Шота Руставель. Но как тут разобраться в этой лавине информации? «Во всем мне хочется дойти до самой сути», — сказал Пастернак. Что же, хочется и нам. Правда, времени маловато. О, Израиль, Израиль! Авторам этого фильма посчастливилось пробыть в этой стране несколько недель. Теперь, спустя некоторое время, захотелось рассказать и другим о том, что мы увидели и поняли здесь. Много веков еврейский народ жил вдали от этой земли. Многие завоеватели прошли по ней, давая ей свои названия и оставляя осколки своих цивилизаций. Только для евреев она всегда оставалась желанной Эрец Исраэль, землей Израиля, духовная связь с которой никогда не нарушалась. Может быть, в этом и есть объяснение загадки евреев, о которой писал нееврей Марк Твен. Египет, Вавилон и Персия возвеличились, расцвели, заполнили планету блеском и грохотом своей славы, а затем растворились в небытие истории. Греки и римляне последовали за ними, многие прочие нации возвышались, высоко держа факел своего величия, но факел догорел.
еврей всех их видел. И сегодня он такой же, как был всегда. Все та же неуемная энергия, все то же неукротимое движение. В чем же загадка евреев? В чем секрет их бессмертия? Здесь собрались люди со всего мира. И все они привезли с собой кусочек культуры той страны, где родились. Слышите, они поют древнееврейские тексты на латиноамериканский мотив. Отец семейства – выходец из Мексики. Его супруга родом из Индии. Познакомились они в Париже, а теперь живут в Израиле. Наверное, ни в какой другой стране нет такого разнообразного репертуара. Любимые песни новых репатриантов переводятся на иврит, и вот уже распевает весь Израиль русскую «Катюшу» или бродвейскую песенку на библейском языке. Улица Бен-Иегуда. Она носит имя человека, которого 100 лет назад многие считали сумасшедшим. Он взялся за невозможное, решив возродить иврит, язык, на котором люди не общались уже 17 веков. Трудами этого человека чудо свершилось. Мертвый язык воскрес. Говорят, язык – душа народа. Иврит – это по-прежнему язык Библии, на котором вместо «это мне нравится» приходится изрекать «это находит милость в глазах моих». Правда, высокий штиль древнего языка успели изрядно засорить и арабскими междометиями, и английским сленгом, и русскими ругательствами. Современный Израиль похож на свой язык. Где еще найдешь такую смесь суетного и вечного, ничтожного и великого, такую пестроту культуры или культур?
Если сосчитать количество музыкантов в этой стране и врачей, то выйдет, что Израиль самая музыкальная страна в мире и самая здоровая. И это неудивительно, если вспомнить, что на протяжении веков изгнания евреи не имели права ни владеть землей, ни обрабатывать ее. «Как можно скорее возвращайте свою Иудею», писал когда-то Вольтер французским евреям. «Обрабатывайте эту убогую пустыню, как ее обрабатывали некогда. Поднимайте землю на оголенные вершины ваших иссушенных гор. Награда за труд не будет щедрой, но у вас будет доброе вино, немного финиковых пальм, оливковых деревьев и стада. Упорный труд сделает плодородной землю, доведенную до запустения и упадка, ее владельцами из Константинополя и Малой Азии». Сегодня маленький Израиль, со всех сторон окруженный врагами, не избалованный щедростью природы, смог стать одной из 20 наиболее развитых стран мира. Израиль не только полностью обеспечивает себя продуктами питания, но и продает их в Европу. Эти помидоры выросли на маленькой ферме посреди пустыни Негев, а через несколько часов они будут продаваться в Париже. В Израиле два вида сельских поселений – мошав – объединение частных ферм, и кибуц – коллективное хозяйство, островок воплощенного коммунизма. У членов кибуца нет частной собственности. Зарплату тут все получают одинаковую, хотя работает каждый столько, сколько может. Так что в отдельных местах одной отдельно взятой страны коммунизм можно считать построенным. Полюбоваться экзотикой кибуцной жизни постоянно приезжают туристы. И не только за тем, чтобы лично убедиться в существовании этого чуда. Ведь в любом кибуце можно прекрасно отдохнуть. Обслуживание туристов дает дополнительный доход в кибуцные кассы. Приятно в зимний день приехать в Хамат-Гадер, окунуться в 40-градусную воду знаменитых сероводородных источников, о целебных свойствах которых знали еще с античных времен. Это они и есть ручьи пророка Илии. 2000 лет назад в этих купальнях восстанавливали здоровье римляне. И лечебными источниками, и недавно раскопанными римскими банями теперь заведуют предприимчивые кибуцники. Но основной доход здесь приносят не бани и не страусы, а другой интересный объект. Воспитанники этой некошерной фермы не только греются на солнышке и пассивно развлекают туристов, но и вносят весомый вклад в развитие местной кожгалантерейной промышленности.
Тут их все очень любят, но крокодилы, сколько ни корми, он все вглубь смотрит. Вот пару лет назад 2 кибуцным питомцам взбрело в голову понырять в соседнем озере Кинерет. В том самом озере, что в мире известно как Генесаретское озеро или как Тивериадское озеро. Оно же знаменитое Галилейское море. Купались крокодилы тогда недалеко от того самого места, где Иисус, изгоняя бесов, утопил 2000 свиней. К счастью, беглецов вовремя хватили, с пляжа опустили, военные отцепили озеро и крокодилов водворили домой. Хорошо, что войска тут начеку, граница ведь близко. А из нашего окна Иордания видна, а из вашего окошка только Сирии немножко. Шутят в приграничных поселениях те, кто помнит Михалкова. Север, юг, запад, восток. Для крошечной страны, состоящей как будто из одних границ, эти понятия должны быть чисто условными, но только не для этой страны. Ведь земля Израиля – это буквально маленькая модель большой планеты Земля. Со снегами Хермона на севере и почти африканской саванной на юге, у Красного моря, с зелеными холмами Галилеи и пустынями. Такой же калейдоскоп и с погодой. Когда в Иерусалиме идет снег, в 40 километрах на Мертвом море можно купаться. Вода Мертвого моря на треть состоит из соли, и поэтому нет в ней никакой жизни, кроме одного вида особо упрямых бактерий. Купание в Мертвом море вызывает восторг у туристов. Из-за плотности пересоленной воды в ней просто невозможно утонуть. Когда-то римский император Веспасиан захотел в этом убедиться. Он приказал бросить в воду несколько человек, не умевших плавать. Для чистоты эксперимента несчастным связали руки. К радости императора тогда никто не утонул. Так что же здесь делает спасатель? Продает то, из-за чего тут когда-то разыгрывались целые войны. Знаменитую местную грязь. Здешние соли, грязи и смолы использовали и при бальзамировании египетских фараонов, и при изготовлении благовоний, сопровождавших древних царей и в жизни, и после смерти. Сегодня они доступны любому. Тот, кто посетил эту местность, может похвастать, что ступил на дно мира. Эта долина лежит на 400 метров ниже уровня океана. Кстати, Теодор Герцль – основоположник сионизма, то есть движение за возвращение еврейского народа на Сион, в Израиль. Так вот, Теодор Герцль предлагал соединить Мертвое море каналом с морем Средиземным и использовать гигантский перепад высот для получения электрической энергии, которой хватило бы всему Израилю. Так сказать, сионизм плюс электрификация всей страны.
Мертвое море. Знаменитое соленое море Библии. Можно считать библейские предания сказками, но даже у самого неисправимого скептика замирает сердце, когда он впервые читает на придорожном указателе слово «Содом». Да, где-то здесь стояли печально знаменитые города Содом и Гоморра. Из обреченных городов дано было выйти лишь семье праведника Лота. Может быть, в эту соляную глыбу и превратилась жена Лота, нарушившая запрет и обернувшаяся в сторону гибнущих городов. Содом и Гоморра – прах, пепел и соль. Земля, которую приходится долго промывать, прежде чем что-то сможет на ней расти. А рядом, всего в нескольких километрах от Мертвого моря, благословенная Иерихонская долина. 10 тысяч лет Иерихону, самый древний город мира. Десятки раз он был разрушен и вновь возрождался, словно вырастал из этой земли, самой плодородной в Израиле. В Иерихоне стояли роскошные зимние дворцы иудейских царей. Иерихонскую долину подарил Клеопатре влюбленный Марк Антоний. И это был поистине царский подарок. А за 1000 с лишним лет до этого стены Иерихона пали от звука труб израильтян, пришедших в обетованную землю из египетского рабства после 40-летних скитаний по пустыне. Пустыня – нечто унылое, безжизненное, однообразное, но для евреев пустыня – символ свободы. В пустыню уходили правдоискатели и пророки, разгневанные неправедностью царей. Когда-то ее пьянящий воздух превратил племя рабов в свободный и гордый народ. В пустыне Бог вручил Моисею скрижали с 10 заповедями, которые стали основой морали для всех народов. Давно минули времена, когда Бог много и охотно напоминал евреям о своем присутствии в этом мире, вручив свои заповеди